Весы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на октябрь 2022 года. Стараюсь для вас видео снимать заранее, для того, чтобы у вас было время и маневры для планирования ваших целей, действий и задач. Искренне надеюсь на то, что данная информация для вас будет во благо. Итак, поможет нам сегодня колдовское таро, а также оракул Символон. Именно эти инструменты и покажут нам ваш предстоящий событийный ряд. Поэтому настраиваемся и смотрим, каковы у вас перспективы. Общие энергии месяца, что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Общая энергия месяца. У вас здесь ложится аркан Император. Аркан стабильности, аркан контроля, аркан взаимодействия с отцом, супругом, молодым человеком, братом или тем мужчиной, который для вас в чем-то является авторитетом, который дает поддержку, опору, опеку. Если же вы мужчина, то это знакомство, связь или человек, который вам дает какую-то стабильность в жизни. Сейчас мы посмотрим, в каком ключе для вас будет отыгрываться данный аркан. Но у вас здесь ложится император и десятка пентаклей. Это все-таки взаимодействие с членами семьи. То есть это отец, это дедушка, это дядя или ваш супруг. Поддержка, укрепление связей, налаживание взаимоотношений. Это может быть и финансовая помощь, и поддержка, в первую очередь, как вам, потому что деньги, которые дают мужчины, так и помощь этому человеку. Но второй вариант маловероятен. И для женщин здесь это может идти обретение партнера, создание новой семьи, укрепление взаимоотношений. Союз, который уже выверен временем, и когда вы понимаете, что вы готовы для длительных, стабильных отношений. Если мы будем смотреть вопросы работы, у вас здесь ложится аркан Дурак. Карта, которая указывает зачастую на новые начинания, новые возможности. То есть вы во что-то будете погружаться, изучать, начинать. Ну или в таком еще позитивном ключе вам элементарно могут дать стажера, которого вы будете обучать и к чему-то вести. Итак, если на данном этапе вы не работаете и не можете работать, чем для вас ознаменуется этот месяц? Дурак и десятка чаш. Ваша основная работа – это дети, внуки, дом, тыл, забота о родственниках. То есть это легкость бытия, поддержка, в свою очередь, со стороны вашей семьи, ваших близких. И, знаете, как поддержка в любых ваших начинаниях, чего бы это ни касалось. Хобби, увлечение, подработка. Я не вижу здесь работы, потому что, знаете, дурак и десятка чаш – это делать что-то в свое удовольствие периодически, время от времени. И если же вы у нас в статусе соискателя, то дурак и жрец – это пройти собеседование, это работа, где вы получаете образование за счет предприятия, ну и как следствие проходите стажировку. Если же вы наемный сотрудник, то по пятерке мечей может прийти осознание, что засиделись вы на этом месте, нужно ставить точку, уходить в новое. Причем по дураку это, знаете, как альтернатива, которая нарисовалась, либо возможность, которая подвернулась. То есть это фактически с одного предприятия уходить на другое. Причем я не вижу здесь вашего сожаления, каких-то метаний, каких-то терзаний. То есть ситуация, которая сложилась таким образом, что все за вас решила Вселенная, и вы будете этому несказанно рады. Если мы посмотрим информацию для тех, у кого свой собственный бизнес, то по девятке жезлов это отстаивать. Это активно бороться с вопросами конкуренции, либо с провокациями оппонентов, либо тех, кто стремится вас очернить. Ну и как следствие дурак, девятка жезлов, это как вопросы также расширения. Допустим, вы открываете новый филиал, новую точку, и активно будете бороться за ее жизнеспособность. Что с позиции финансов? По королю Пентаклей прекрасная карта, потому что это заработок, это высокий уровень дохода. Для женщин, конечно, основным источником дохода здесь будет мужчина. Это финансовая помощь и поддержка со стороны мужчины. Ну и вопросы процветания, то есть появление
той прибыли, которая вас радует, потому что здесь получится закрыть свои бытовые аспекты, ну и отложить на те цели и задачи, которые у вас являются первостепенными. Если мы посмотрим вопросы здоровья. Колесница. Прекрасное самочувствие, активность, подвижность, мотивация, состояние души и тела, но внимание на опорно-двигательный аппарат. То есть старайтесь себя не перегружать, особенно какими-то силовыми нагрузками, активным спортом, потому что здесь могут дать о себе знать ваши суставы и неприятно вас удивить. Поэтому здесь очень осторожненько. Вопросы личной жизни. У вас действует аркан правосудия. И вообще во многом это палка о двух концах. Потому что для кого-то это вопросы бракоразводного процесса, а для кого-то вопросы официального сознания семьи. Поэтому давайте смотреть, о чем у вас здесь идет речь. Если на текущем этапе вы у нас свободны, то здесь у нас падает аркан сила и правосудие. То есть здесь появление человека, который вам предлагает свою помощь, поддержку, инициативность, заботу. Но по правосудию вы к этому будете относиться скептически, с недоверием, постоянно взвешивать на вашем мериле, на ваших весах. А с какой целью идет человек? А насколько по отношению к вам он искренен? А что он держит у себя за пазухой? Это, знаете, ваш такой спектральный анализ, которым вы будете подвергать всех и вся, кто встречается на вашем пути. Потому что есть негативный опыт за плечами, и вы не хотите наново обжечься. Поэтому правосудие в данном ключе с арканом сила – это скептическое отношение, это излишний такой тотальный контроль, недоверие, проверки, попытки в чем-то уличить. Это предвзятое отношение, пока вы от этого не можете избавиться. Так, если у вас любовные треугольники – что же здесь? Справедливость и повешенный. Поднимаем на повестке дня вопрос обязательств, официальных отношений. То есть вам надоело быть жертвой в ситуации. Если вы, допустим, женаты или замужем, если вы не чувствуете себя счастливыми в браке, то здесь попытка выйти из подвешенного состояния и развестись с целью обретения новой семьи. Если вы любовник или любовница, это надоело быть в подвешенном состоянии, это вопрос ребром к тому друг другу и перспективы создания официальной семьи. Если же вы в стабильных связях, то справедливость и императрица. Если вы встречались или вместе жили, это предложение руки и сердца, это создание новой ячейки общества. Если же вы уже семья официально, то справедливость и императрица – это как новый порог доверия друг к другу. Это ряд, не то чтобы даже договоров. Поверьте, если у вас все прекрасно, вплоть до того, что вы совместно пишете там завещание, либо брачный контракт, либо еще ряд юридических документов, в которых вы еще раз подтверждаете эту точку и зону доверия и даете друг другу какие-то расширенные полномочия. Может быть, владение там картами, счетами, которые были лично ваши, там, знаете, как дублировать карту, либо еще какие-то моменты. То есть, знаете, как всецелый контроль над совместным имуществом. То есть, это как расширение ваших полномочий. Совет. У вас даже совет по ситуации. Смотрите, аркан влюбленные. То есть, идти на компромисс, создавать союзы, создавать семью, делать выбор. Выбор значимый. Касаться он может любой сферы. Будь то личная жизнь, работа, вопросы здоровья, распределение ресурсов. Но месяц настолько знаковый, у вас такое количество старших арканов. Оно и неудивительно, потому что все-таки это период ваших дней рождений, и сама Вселенная благоволит вам свыше. Потому что здесь, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 старших арканов в раскладе. Куда еще судьбоноснее. Начинается ваш соляр, ваш персональный год. И вот он вам несет такие существенные перспективы. Неожиданность. Прям карты сыпятся сами. Раз не перевернулась, значит не будем доставать. Ой, у вас здесь аркан, который говорит о духовном, о личностном росте, о благословении, свыше благословении богов. Потому что здесь не только просить о чем-то,
но и благодарить за то, что вы имеете, за то, что вам дают, за вопросы процветания, за то, что имеете в жизни, даже если вам кажется что-то немного, но если у вас есть здоровье, есть кровь, есть поддержка, близкие люди, это уже дорогого стоит. Поэтому, особенно в день вашего рождения, просите вашего архангела, просите богов свыше, и вам обязательно дадут то, о чем вы просите. Расклад шикарен. Закрою его вашим арканом справедливость, чтобы дал вам верного выбора, сил, любви, реализации возможностей, нового продуктивного этапа в жизни, счастливой семьи и партнерства. Пусть у вас все в жизни будет именно в таком ключе. Это искренне и от всей души. Если данная информация для вас была полезной, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. Я же вас искренне благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь и до новых встреч.